В одном интервью вы говорили, что в определенный момент обоим вашим сыновьям вы дали толчок к тому, чтобы они занялись дирижированием. Вы сами из музыкальной династии. У вас был такой толчок? Да, был. Кто его дал? А, Никто из близких мне этот толчок не давал, поскольку я, честно говоря, и не собирался музыкой заниматься профессионально. Тут вопрос был в том, что отец был очень известным композитором, и мне очень не хотелось быть одним из. И меня очень интересовала режиссура, тем более, что отец брал меня с собой на съемки фильмов, в которых он писал музыку, он присутствовал на этих съемках, и я тоже присутствовал. Вот. И кроме того, я свое все детство, раннее детство, вместо детского сада провел в Большом театре, там, где шел балет «Алые паруса». Поэтому моими лучшими друзьями был, понимаете, Козловский из оперы, или Максим Дормидонович Михайлов. Они были все дяди, тети, с которыми я там общался. Но, во всяком случае, слух был, все было. Отец очень огорчался, но я не скрывал того, что меня интересует режиссура. Вот. А потом, если я не ошибаюсь, в 1958 году в Москву приехал Бостонский оркестр с двумя замечательными дирижерами, Шарлем Мюншем и Пьером Монте. И я с родителями был на этих концертах. Вот там я буквально заболел музыкой, заболел процессом дирижирования, и с этого момента я сказал, я хочу быть дирижером. Это был мой реальный толчок. Я вас хочу спросить еще об одном великом человеке, об Игоре Федоровиче Стравинском, который приезжал в 1962 году. Вам было 17, насколько я понимаю, и вы с ним виделись. Расскажите, как это было, каким он запомнился? Стравинский, я, конечно, был очень воодушевлен этой возможностью присутствовать на его разговоре. Это было в одной из встреч Стравинского с московскими композиторами. Был в кабинете Хреникова. Вот с одной стороны сидел Стравинский, он мне тогда показался достаточно высоким человеком, уже согбенным, конечно, в связи с возрастом. С другой стороны сидела его жена Вера. Вот. И Стравинский довольно резко отвечал на всякого рода вопросы. Я сидел как бы наискосок от него, он меня спросил, что сочиняет молодой человек. Я сказал, что я хочу быть дирижером. И что же вы хотите дирижировать? В это время нам уже разрешили «Весну священную», когда он приезжал. У меня была партитура «Весны священной», которую я мог взять с собой. Там приходили люди, которые брали с собой ноты, книги, с тем, чтобы Стравинский как-то подписал. Мы же живем 100 лет, понимаете, мы же не знаем, что и как. Я, конечно, это не взял. Вот. Но про «Весну священную» сказал. Он говорит, а почему? Я говорю, что потому что я очень люблю это произведение, но это очень трудное произведение. Он говорит, какое трудное. Его теперь каждая собака дирижирует. Вот это точно, так сказать, выражение Стравинского. Но там, в моем присутствии, не на мои вопросы, естественно, было несколько совершенно замечательных ответов. В частности, один из музыковедов из Ленинграда спросил его, что послужило причиной переинструментовки его балетов «Жар птицы» и «Петрушки» на меньший состав оркестра. Он сказал, он тогда сказал, ваш мусфонд не платит тантьемов, то есть авторских, а рублями мне как-то это не нужно. Это первое. А во-вторых, всерьез говоря, я хотел, чтобы эти произведения звучали и исполнялись в разных театрах, не только в театрах с большими оркестровыми ямами. И сказал замечательную фразу, что вообще композитор должен быть ограничен в своих возможностях, тогда его фантазия прекрасно работает. И вот в «Петрушке» он это показал совершенно феноменально, особенно в «Петрушке». Я очень люблю именно в
вторую редакцию Петрушки, вот 1947 года я ее дирижирую много. А какого вы мнения о Стравинском как дирижере? Очень высокого. Очень высокого. Говорили о Стравинском как о сухаре, достаточно механистичном. Таким показался Роберт Крафт, с которым он вместе приезжал. А то, что Стравинский исполнял в Москве, а также сохранившиеся в немалом количестве его записи, и не только с музыкой самого Стравинского, но, скажем, вторая и третья симфонии Чайковского или увертюры Глинки к Руслану Людмиле, показывает, что он был настоящим традиционным русским музыкантом с достаточно богатой эмоциональной палитрой и человеческим наполнением музыки. Во всяком случае, он, то, что я помню, когда он дирижировал, это была достаточно скромная жестикуляция, очень деловая, но результаты, с моей точки зрения, совершенно замечательные. А он же говорил, как композитор, что задача исполнителя, в том числе дирижера, четко выполнить указанные им темпы и нюансы, и не надо, как говорится, вмешиваться, не надо себя проявлять. Вот вам не обидно такое отношение? Вы знаете, дело все в том, что один и также из музыковедов спросил его, ну, из буквоедов, он спросил: вот, Игорь Федорович, в вашей хронике этот факт описан вот так, а в ваших диалогах с Робертом Крафтом это вообще совершенно по-другому описано. Чему верить? И Стравинский тогда сказал совершенно замечательно: ни одному моему слову верить нельзя. Верить можно только музыке. Поэтому я не отношусь всерьез, так сказать, к тому, что Стравинский был абсолютно искренним, когда он это говорил. Но замечу, что говорил он это, по всей видимости, в те времена, когда был расцвет дирижеров-виртуозов, которые иногда позволяли себе такие вольности в партитуре, которые меняли существо произведения. Я думаю, что в этом отношении Стравинский и прав, и не прав. С одной стороны, он, конечно, прав, поскольку у нас одна Библия – это текст, но музыка – это язык, это не игрушки, которые мы играем. Музыку мы говорим музыку. И можно сказать: «Я тебя люблю», можно сказать: «Я тебя люблю», можно сказать: «Я тебя люблю». И три разных получается смысла. И также в музыке, когда человек оказывается один на один с партитурой, при всей верности формальной стороны, если мы проникаем в это произведение, то тогда мы способны говорить его только так, как способны говорить мы его. И в этом отношении у нас нету границ. С Шостаковичем вы, наверное, встречались много раз. Да. Расскажите вот самое яркое воспоминание, которое у вас возникает при мысли о нем. Не могу назвать самого яркого воспоминания, потому что все воспоминания очень дорогие мне и очень яркие. Тогда любое. Вот. Ну, может быть, какой-то диалог интересный с ним. Понимаете, Шостакович был просто рядом. Если он не был занят, с ним можно было поговорить по телефону, позвонить, о чем-то спросить. Даже сознавая то, что ты где-то, ну, ты можешь ему там помешать чем-то, и все. Я помню его на репетициях, я сам с ним репетировал, когда готовилась 15-я симфония. Он приходил на репетиции, которые мне было тогда, как ассистенту оркестра, поручено работать с ударниками. И мы с ударниками это готовили, и он аккуратнейшим образом на радио приходил в студию, сидел с портфелем, с партитурой, был удивительно точен в своих просьбах и очень интеллигентен. То есть у него такого хозяйского тона практически никогда не было. Это было всегда очень любезное общение.
И вот он, вот, пожалуйста, вот сделайте, вот давайте попробуем вот так вот сделать. Если вы хотите услышать, так сказать, тон разговора Шостаковича, существует одна очень интересная, редкая запись его разговора с Ойстрахом. Слышал. Вот это как раз очень подлинно, это очень на него похоже. Но с другой стороны, когда была очередная, так сказать, встреча руководителей партии и правительства с интеллигенцией, и Шостакович приезжал тогда в Дом творчества композиторов в Рузу, и там было, собирались композиторы, он, видимо, это было в то время, я сейчас не могу точно все восстановить, но он был, видимо, в это время председателем Союза композиторов РСФСР, тот короткий срок. Вот, он приезжал когда, и кто-то из композиторов его так спросил, как вы вот относитесь к последнему постановлению, так сказать. Шостакович, видимо, был очень недоволен этим вопросом и достаточно резко ответил: переживем, так сказать, и это улучшение. Вот это у него тоже бывало. Но вообще он был достаточно аккуратен в речах и очень закрытый человек. Очень закрытый человек. Во всяком случае, он мне таким запомнился. А роль в моей жизни он сыграл, потому что он был. Потому что он был, потому что каждая его премьера становилась социальным событием в стране. Люди ждали, что скажет Шостакович. Это мне запомнилось очень сильно. Вы росли в эпоху, когда были два титана, Мравинский и Светланов. Вот кто вам ближе? Знаете, на большом поле должны цвести разные цветы. Каждый в своем элементе мне очень близок. Мне очень близок Мравинский в его понимании Чайковского и Шостаковича. Мне очень близок Светланов в его понимании Скрябина и Рахманинова. Но это не значит вообще музыкантов, которые способны вообще делать все, универсальных, нету. У каждого есть свое, что-то лучше, что-то более, так сказать, я бы сказал, экспериментально. Но есть же иногда пристрастие, чисто энергетическое, нет, близость. нет, здесь я позволю себе сказать. Я вам скажу так, мне при моем пристрастии, знакомстве с обоими великими русскими дирижерами и вообще со всей когортой этой, за годы моей юности я видел многих дирижеров, великих дирижеров мировых, и, пожалуй, ближе всех мне все-таки Короян. Интересно. Почему-то вот я не ожидал. А музыкально, да? Да. Ну, в комплексе, если отбросить, так сказать, какие-то бизнесные моменты, которые, в общем, совсем не обязательны, но я не судья этому всему, то в комплексе их двое было великих деятелей мировых, которые привели миллионы людей в концертные эстрады и на оперные площадки. Очень противоположно. Это Бернстайн и Короян. Короян с его видео и аудио записями, потому что как раз в это время начался расцвет электронной записи, CD и так далее. Что касается Бернстайна, то он воспитал просто несколько поколений своими лекциями и концертами для детей, которые до сих пор интересны и смотреть, и слушать. Тем более, что Бернстайна и Корояна я слушал живьем. И я вспоминаю два раза, когда Дмитрий Дмитриевич, так сказать, ронял слезу. От Корояна? Шостакович. Сначала это было от Бернстайна с Пятой симфонии. Хотя он очень смеялся по поводу страшно быстрого темпа коды. Но это известно почему. Потому что это была ошибка
партитуре издательства «Универсаль», которые умудрились ошибиться, напечатав метроном не 8-й ноты, как предполагал Шостакович, а четверти. И тогда, это вот в конце 50-х годов, на Западе было просто полностью, почти все исполнители, не только Бернстайн, но и Орманди, и Радзинский, играли это очень быстро, потому что у них в нотах, ноты были доступны эти. Вот. И потом рассказывают, что когда впервые Мравинский приехал в Америку с оркестром и исполнил Пятую симфонию в правильном темпе, коду, это была огромная сенсация. Хотел спросить вот про что. Я знаю, что вы сталкивались с антисемитизмом в советские годы. Да. А насколько это было распространено? То есть это было скорее правило или скорее исключение? Вы знаете, открытым антисемитизмом я столкнулся еще уже в период перестройки. Когда мне просто ясно объяснили, со всей откровенностью, что мне тут делать нечего. Чиновники? Да, просто ясно объяснили, что будь благодарен тому, что есть, захотим, будешь у медведей дирижировать где-нибудь на Северном полюсе. Вот. Тогда мы вообще не собирались уезжать и покидать, но я тогда понял, что это не то, что такой открытый антисемитизм, который потом на улице вылился в какой-то промежуток времени, и становилось это просто опасно, и подметные письма всякие, и звонки по телефону ночные и прочее. Нет, это было выдавливание из страны. Это гораздо хуже. Это в воздухе находилось. И я лично столкнулся с этим в 1972 году, очень отчетливо, когда, еще будучи, умер отец, и будучи ассистентом на радио, оркестр и Геннадий Николаевич Рождественский очень хотели, чтобы меня оформили вторым дирижером радио. Тогда это было крайне правильно было бы, я хорошо прижился на радио. Кроме того, наша семейная ситуация была очень непростой. Жена была беременна первым нашим сыном, вот Владимиром как раз, и нам как бы существовать было, в общем, не очень сильно на что. Вот, и там при входе на улице Качалова, при входе в дом звукозаписи стояло 2 милиционера, как правило. Вот. И мы показывали пропуск на радио, такая красная книжечка, очень красивая. И у меня был там в этой пропуске написано «Дирижер Большого симфонического оркестра». Вот. Меня отобрали этот пропуск и сказали: приказом Лапина пропуск у вас отбирается, будете получать, или будешь получать, там, так сказать, на «ты» вы довольно быстро перескакивали, разовые пропуска. Вот это был, конечно, очень сильный удар, и вот же после смерти отца, когда к Лапину ходили и к нему обращались с просьбой мне помочь таки все-таки оформить меня, и кто обращался? Это был Хреников, это был Хачатурян, это был Шостакович. Все. Он сказал: точно? Нет, не хочу. Из-за того, что Аронович только что подал заявление недавно, в 1971 году, на отъезд, все, я ему не доверяю, это идеологическая организация, вдруг он что ляпнет в микрофон, и все. Слово «еврей» не произносилось. Но
вот эта вот вся атмосфера замечательная, о которой вы спросили, она сопутствовала мне в течение достаточно долгого времени без всякого объяснения. Кроме того, понимаете, если мой отец действительно известный композитор и достаточно счастливый композитор, который услышал все свои сочинения в очень хороших исполнениях, потому что отца исполняли, увидел свой спектакль на сцене Большого театра, который шел с 42 по 56 годы, пока «Алые паруса» не закрыли филиал Большого театра. Его совершенно замечательно много раз выдвигали на государственную премию. И каждый раз находился кто-то и говорил: ну что вы, мы сейчас вот дадим Сорокину, а Володя Юровский, он сейчас пишет совершенно замечательное сочинение, дадим ему в будущем году. Отец умер в 56 лет. Сказать, что он был не признан, было бы неправильно. Сказать, что он был признан, тоже неправильно. А что такое за общество «Память», с которым боролся ваш сын Владимир? Борьба с этим обществом «Память» — это была одно из обществ такого, направленное не только против евреев, вообще против всех инородцев. И он столкнулся с этим в училище. Лучше вы его можете спросить, потому что там был один учитель географии, который так замечательно выкладывал свою точку зрения на все мироустройство и объяснял, что, в общем, во всем виноваты евреи, атуих и так далее и тому подобное, помимо всех других там наций. Вот, и тогда Владимир вместе с сотоварищами по курсу пошли в атаку на этого учителя, и тогдашней директрисе Ларисе Леонидовне Артыновой, покойной, замечательному директору училища, они, значит, сообщили, что мы не хотим больше с ним общаться. Последовало довольно большое количество всякого рода опасных неприятностей. В том числе один раз даже была атака с ножом, которую, так сказать, обошлось, слава богу, поскольку это происходило недалеко от одного из посольств на улице Герцена, если я не ошибаюсь. Но, во всяком случае, по дороге из дома в училище или из училища домой, вот, и там помог просто милиционер. Он на вахте стоял и, значит, вмешался. Ранения не было? Нет, не успели. Но были телефонные звонки, было всякое. Во всяком случае, это было не то, что отъезд. Я получил приглашение из Земперопер, из штатскапеллы Дрезден для постоянной работы. Я очень удачную сделал там постановку в Дрездене, балет Ханса Вернера Хенце «Ундина», на которой присутствовал и сам Хенце, который, так сказать, очень высоко оценил эту работу. Ну и потом, в общем, у меня какая-то химия хорошая получилась со штатскапеллой Дрезден и с театром с оперным. Мне предложили туда переехать. Вот, это было в 89 году, да. А все-таки главная причина отъезда? Комплекс. Не можете главную выделить? А какая же главная причина? Это скорее... Мне хотелось еще самому что-то в мире сделать, поскольку я не то, что был невыездной, уже во время перестройки я был, можно было ехать куда угодно. Но у меня пропадали документы, меня не оформляли. Я начал свою карьеру на Западе, то есть в мире, в 44 года. Знаете, это по сегодняшним нормам просто уже все, поезд ушел. Это первое. И второе,
такое же первое, как и второе. Мы думали с женой о нашей семье, о наших детях, о Владимире, о Марии и маленьким еще тогда Мите, что мы должны им дать возможность так жить, чтобы они смогли развиться абсолютно стопроцентно и достичь в жизни очень многого. Я считаю, что мы поступили абсолютно правильно. А у вас были моменты сожаления об эмиграции? Нет. А Было сожаление, что вообще все это произошло. Это очень непростая вещь, понимаете? У нас такой чистого отъезда и такой чистой иммиграции не было никогда. Мы уехали в Германию и не вернулись. Вот. Потом уже оформили все документы и так далее и тому подобное. Я вот когда общаюсь с европейцами молодого поколения, для них, для большинства, переезд в другую страну вообще не является событием. То есть там родился человек в Испании, переехал жить во Францию, он даже не думает о том, родина, не родина. Вот. А для вас все-таки это важная веха, да? Да. Вы чувствуете разрыв? Мы уехали туда, где нам было хорошо, где нас очень хотели, где нас приняли очень хорошо и где мы себя чувствуем до сих пор замечательно. Я говорю о себе и о жене. Дети, каждый по-своему на это дело смотрит. У нас с ними на эту тему особых разговоров нет. Но это люди мира, это люди, свободно передвигающиеся по миру. И вы знаете, мне не очень хочется на эту тему размышлять, рассуждать и разговаривать, потому что за те 30 лет, в общем, которые прошли с тех времен, ну, меньше немножко, чем 30 лет, я сам себя почувствовал человеком мира. Я сам почувствовал себя достаточно космополитичным. И мы очень себя хорошо чувствуем не только дома в Берлине, но и когда мы в Италии, когда мы в Испании. Мы очень с большим удовольствием ездим в Швецию, и мы рады бывать в России, общаться с нашими старыми друзьями, общаться с новыми людьми, которых мы встречаем. Но вопрос сожаления и прочее совсем не стоит. Это я вам могу сказать абсолютно откровенно. А ощущение родины есть у вас внутри или нет? Я думаю, что самое дорогое, что у меня было, родина, я увез с собой в душе. А сейчас у меня есть ощущение очень интересной страны, в которой я нахожусь. Но я тут многое не узнаю. И отнюдь не оцениваю, лучше это или хуже это прочее. Я вижу людей на улице, я вижу общение людей друг с другом. Это меняется. Это все меняется. Но не ждите от меня, что я буду говорить, что меня царапает. Нет, не ждите, не надо. На секунду хочу вернуться к предыдущему вопросу, вот еврейскому вопросу. Говорят, что последние 2-3 года вот проблемы антисемитизма опять появились, в том числе в Западной Европе, и как будто нарастают. У вас есть такое ощущение? Вы знаете, улица опасна всегда и везде. У меня есть это ощущение, может быть, в связи с тем, что в Германии появилось довольно много идейных антисемитов, я имею в виду исламистов, скрытых и не очень скрытых, в связи с тем, что не все беженцы чисты перед Богом, как говорится. Есть и которые скрываются, и все прочее. В Германии, как и во всех других странах, в большинстве, в Англии, во Франции, есть бытовой антисемитизм. Он был всегда, есть и будет. И на месте евреев может оказаться кто угодно. Но я не могу сказать, что мы каким-то боком чувствуем антисемитизм в опасной
сфере общественности, общества и так далее. Во всяком случае, я не могу быть согласен с теми воплями из еврейской общины Германии, которые, так сказать, дают этому гораздо больший нюанс, чем это есть на самом деле. Это всегда было, и это осталось. Ну, в конце концов, что ты можешь здесь сделать? Ну, ничего. Но мы этого не чувствуем вот в нашей жизни и в нашем быту практически нет. Иногда читаем об этом в газетах, очень сожалеем по этому поводу. А вы очень хорошо знаете немецкую музыкальную культуру. Есть такое понятие, как немецкая дирижерская школа? Была. Вот Караян, Фуртвенглер. Да, я думаю, что да. Да, я думаю, что да. Но там не только Караян и Фуртвенглер, там, скажем, замечательный был дирижер Герт Альбрехт. Или известный очень по записям, и в России он тоже бывал, в СССР, Карл Бём. Это представители действительно большой школы. А сейчас почему ее нет? Вот не производится. Я считаю, что здесь в этом отношении стало хуже. Здесь, в смысле, в Германии? Но в Германии, да. Это стало хуже, поскольку вот в одном из учебных заведений там просто говорят, что мы дирижеров не выпускаем, мы выпускаем пианистов с возможностью дирижирования. То есть, в принципе, вот этот вот майстершуле, это вот отношение как к дирижеру, как к большой индивидуальности, как которую штучному товару, который нужно воспитывать, сейчас в этом отношении все непросто. Но я очень рад, что наши сыновья смогли воспитаться и стать действительно мастерами. А если говорить о русской дирижерской школе, можете вот в 3-4 фразах свойства какие-то ее перечислить? Дирижерская школа в СССР, в России, это была все-таки штучная школа. И все-таки, говоря словами Фуртвенглера, что дирижер – это профессия искусства передачи, это самый главный талант дирижера, которому практически научиться, наверное, нельзя. Это как или есть, или нет. Все остальное ты можешь приобрести в период обучения и всего прочего. А это должно быть. Это вот как у, скажем, покойного Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Может быть, не все технически у него получалось в дирижировании, но оркестры с ним играли потрясающе. И этот комплекс передачи был. А вы будете дирижировать в этот приезд госоркестром России, Да. которым руководит ваш сын. Изменился ли этот оркестр за последние 5-7 лет, на ваш взгляд? Мне очень нравится в этом оркестре атмосфера, с одной стороны, очень спокойная вроде бы, с другой – это моральная атмосфера художников, артистов и все прочее. Думаю, что в этом большую роль сыграл сам Владимир, который может создать вокруг себя именно вот такую вот замечательную атмосферу. Вот. Стал оркестр хуже или лучше, я не могу сказать. Оркестр-то очень хороший. Я с удовольствием с этим оркестром музицирую. Поэтому то, что оркестр держится на высоком уровне, я считаю, что это по сегодняшнему дню очень большая, высокая оценка. Расскажите, пожалуйста, про
эту жуткую историю, которая случилась с вами в 96 году на Борисе Годунове. Во время спектакля «Борис Годунов», во время польского акта, в конце польского акта, ну, я, так сказать, я в антракте уже себя очень странно чувствовал. То есть все начиналось уже. В общем, у меня случился тяжелый инфаркт прямо во время спектакля за пультом. И я упал. Вот как раз тот момент, когда Рангони произносит свое «у-у-у», это был самый конец, и такая хроматическая гамма у гобоя. Пали вперед или? Да, я упал в бок на группу альтов. В Deutsche Oper Берлин дирижерский пульт, вся подставка дирижерской могла ездить, там лифт такой сделан, поэтому, поскольку огромный театр, я в камерных сценах, камерные моменты, когда оркестра было не так много, я нажимал эту кнопку и поднимался выше значительно и имел возможность общаться со сценой. И вот в этот момент я как раз был на достаточно большой высоте, и все, и улетел. Пришел я в себя исключительно только в больнице. Меня, значит, откачали, не откачали, а мне была реанимация прямо в оркестровой яме при публике. Я получил 12 электрошоков, как мне потом рассказывали. Вся семья, почти вся семья была на спектакле в это время. Вот, и меня вот все-таки вернули, уже теряя надежду, все-таки вернули назад. А пришел я в себя уже в больнице. И первый вопрос, который я задал, что со спектаклем. В общем, вот вся история. Потом мне было предложено сделать операцию, поскольку, как выяснилось, все это дело не из чисто ясного неба было, а у меня тяжелая коронарная болезнь открылась вот тогда, в это время, что оказались сосуды засоренными полностью. Этим же занимается мой организм до сегодняшнего дня. Я приехал сейчас в Москву после времени, некоторого времени, проведенного в больнице. Я получил сначала премию «Муза» в Италии от итальянской флорентийской музыкальной академии. Вот, а потом мы вернулись в Москву, это было в самом начале июня. Я загремел в больницу, где у меня обнаружили полностью закрытый один из байпасов, который мне был установлен. В общем, к сегодняшнему дню я имею 20 стентов в сердце. Ну, чемпион просто. Кардиостимулятор. Ну и 4 байпаса. 2 инфаркта позади. И работаю как лошадь. И кричу хвалу семье и немецкой медицине. А вы помните свои последние ощущения перед потерей сознания? Вы знаете, я комментарии по поводу моего пребывания на том свете не даю. Но что-то мне открылось. Что-то открылось. Я помню, педагог еще в музыкальном училище мне рассказывала, что можно точно сказать, от чего умер Борис Годунов. Именно от инфаркта, потому что якобы Мусорский написал так музыку, что мы слышим вот эту болезнь. Меня вот это поразило, совпадение. Да-да, но я до смерти Бориса Годунова не дотянул. Это все произошло несколько раньше, но это был второй спектакль. Первый спектакль Борис Годунов умер на своем собственном месте, да, сказать, благополучно. У меня было предположение все-таки, что у него не инфаркт был, а острая сердечная недостаточность. Поскольку тот инфаркт, который, извините, у меня случился, это дело оказалось достаточно быстрым. Угу. А у вас изменилось самоощущение, ощущение жизни после этого? Да, безусловно. Во-первых, я не начал курить. Я до этого курил. Вот. И избавление от табака для меня не было никакой, не представляло никакой особой сложности.
Все остальные увещевания, будьте осторожны, они все для меня не действуют, потому что я не знаю, как быть осторожнее. Быть осторожнее — это значит вот натянуть простыню и ползти на кладбище, наверное. Это вот быть осторожнее. Работа, она продолжает быть работой. Определенные изменения в питании и умение прислушиваться к своему организму, не будучи профессиональным пациентом и человеком очень мнительным. Я не мнительный человек. Но когда я чувствую, что у меня начинаются приступы стенокардии, все, я иду к своему кардиологу и говорю: у меня засор. Ищи, дорогой. Где? Сосудов много. Я на это реагирую, и врачи очень внимательно выслушивают меня, даже не мои жалобы, а мои предположения. Вот, но я почти ничего не отменяю. Сейчас вот в связи с последним пребыванием в больнице мне пришлось отменить довольно много всего. Ну, вот, слава богу, я к приезду в Москву оклемался и чувствую сейчас себя хорошо. В прошлом году у нас было интервью с вашим сыном старшим, и я его спрашивал про ваши уроки. Теперь мне хочется, как говорят, сверить показания. Он сказал, что в детстве вы пытались учить его с сестрой вместе играть на фортепиано, но это кончалось криками, слезами, и вы бросили эту затею. Все так? Да, да, да. Родители не должны заниматься с детьми, особенно с маленькими. Я так считаю. Вот. Но дело просто все в том, что в детском музыкальном образовании должна существовать какая-то определенная последовательность событий. Для этого нужно быть профессиональным человеком, конечно. Я в этом отношении не профессионал. А вот что касается дирижирования, то так получилось, что мы оказались тогда в Дрездене, а до этого Владимир очень успешно, самым невероятным образом осуществил в рамках училища постановку оперы Андрея Семенова «Жалобная книга». Я не мог быть на самом спектакле, но был на генеральной репетиции. Вот там я увидел, что у него все, что нужно для дирижера, есть. И передача, и хорошая очень голова, и большая очень энергия. Только эту энергию нужно было направить в мирных целях, так сказать, сосредоточить. Вот. И когда мы уже оказались в Германии, и пути назад не было, потому что мы не хотели его отпускать обратно, он собирался ехать обратно доучиваться. Вот. Я в течение, по-моему, 2 месяцев с ним занимался всухую, что называется. Занятия всухую — это довольно трудные занятия для обеих сторон, поскольку так со мной, кстати говоря, не во всем, но так занимался и Гинзбург. Без роялей, без реального звука, только пробуждая внутренние образы, так сказать, звучания. И мы с Владимиром занимались тем, что для меня особенно в дирижировании, в технике дирижирования дорого. Это свобода физическая, что было достаточно непросто, потому что в юном возрасте люди физически часто бывают достаточно зажаты, а здесь надо было это дело все отпустить.
и ощущение прикосновения к звуку. Вот это то, что мне показалось, что он может это делать великолепно просто. И потом он шикарно выдержал экзамен вступительный, и тогда я перестал с ним заниматься напрямую. Советчиком, другом остались мы до сих пор, но вот в тот момент, когда он пошел учиться, я понял, что двух центров быть не может. Было еще одно вмешательство мое вместе с женой, когда мы поняли, что его учебе в Дрездене угрожает, так сказать, ну, студенческая жизнь, я бы сказал так, и недостаточно высокий уровень обучения. И я поговорил с тогдашним главным дирижером комиши опер Рольфом Ройтером, вот, который преподавал тоже в Ханс Айслере, чтобы Владимир поступил к нему. Ройтер был очень дружественный, нежен со мной. Он сказал, но, к сожалению, я ничего не могу, я вам очень верю, но он должен выдержать экзамен абсолютно наравне со всеми остальными. И я надеюсь, он мне понравится, и тогда я его возьму. И он ему очень понравился. Он его взял, и Ройтер в становлении Владимира сыграл действительно очень большую роль. С Дмитрием было почти так же, но только без переезда в другую страну. Но там был, к сожалению, артроз в очень раннем возрасте, который не позволял ему держать смычок нормально, потому что артроз был как раз вот здесь, вот в этой части. Вот, и нам хирург, не хирург, а ортопед, врач, вышла к нам и спросила, можно ли изменить профессию, потому что он не сможет этим заниматься. Мальчику был 21 год. Это просто было за всеми пределами. Вот, я ему дал палку в руки. Он сказал, нет, не хочу. Ты дирижер, Вова дирижер, я не хочу. Хотя у него к этому тоже были большие тогда склонности. И тоже было какой-то промежуток времени занятия в сухую. Вот, а потом он также великолепно поступил в Ханс Айслер. Вот получается некий парадокс. Вы только что говорили, что дирижер — это передача, и что можно научить технике, но вот какому-то самому главному качеству научить нельзя дирижера. А как получилось, что в одной семье подряд сразу 3 дирижера? Это вы небесную канцелярию спросите, пожалуйста. Хорошо. Это вопрос не ко мне. У меня был только один вопрос. Это или есть, или этого нет. Но что если бы этого не было, я бы на этом и не настаивал. Никогда. В жизни я никогда не был слепым родителем. Я очень любил и люблю своих детей, как и внуков, но я не слепой. Скажите, а что вы будете чувствовать, если ваши сыновья превзойдут вас в профессии? Они действительно уже превзошли. Уже? Это естественно, потому что, понимаете, в чем дело? Ну, если сказать о Владимире, легче сказать, где он только не дирижировал, чем где он дирижировал. Почти везде, куда я приходил уже в достаточно большом возрасте, и для меня это были определенные какие-то свершения, будь то это Парижская опера «Бастиль» или театр Ла Скала, Владимир уже там был, он уже там дирижировал. Мне предстоит американский дебют, ну, в Соединенных Штатах Америки, мне будет 73 года в Кливлендском оркестре. Владимир там уже дирижировал в Филадельфийском оркестре, Нью-Йоркской филармонии и прочее. Дмитрий прошел через очень многие высокие дома уже в мире, хотя он моложе Владимира на
6 лет. На 8 лет, да, на 8 лет. Вот. Поэтому я начал свою карьеру, если говорить слово о карьере, хотя я не люблю этого слова, но начал свою мировую биографию в дирижерском искусстве, когда мне было 44 года. До этого для меня был открыт только один дом во всем мире. Это был Комиш-опер. Я был очень благодарен. Но это был Комиш-опер. Вот. А мальчики уже к этому времени продирижировали невероятно уже, понимаете? Поэтому сыновья идут дальше. Это крайне важно. Дочь из-за травмы, у нее не очень получилась ее чистая фортепианная карьера, но она себя феноменально нашла в педагогике и в работе с хорами и с солистами над славянскими языками, исходя из дифтонгов немецкого языка. То есть Мария к ее теперешнему, так сказать, времени, у нее за спиной работа с Абадо, с Ретлом, с Пьером Булезом. То есть это невероятный талант, который проявился вот в этом. Поэтому мы считаем вот с женой, что нам, конечно, нам прислали очень талантливых детей, и мы очень рады, что вот дети так как-то развиваются. У вас бывало такое, что вы присутствуете на концерте Владимира и видите, что ему доступно в дирижерском искусстве что-то такое, что вам недоступно? Я об этом не задумываюсь. Я об этом не задумываюсь. Мы с ним имеем наши, так сказать, абсолютно интимные взаимоотношения. Друг с другом говорим то, что мы думаем. Мы не всегда думаем в унисон, отнюдь не всегда. И вы хотите спросить, есть ли у меня зависть? Нету. Зависти нет. Но естественно, что человек в молодом, относительно уже среднемолодом возрасте, в чем-то, пользуясь своим собственным опытом, может что-то такое, чего не могут другие, в том числе и я. И я сейчас в себе открываю, уже приходя под конец жизни, что называется, я в себе открываю новые какие-то вещи, которые я не мог понять или открыть еще 10-12 лет назад. Это все нормально, это все течет и все изменяется. Хорошо. Еще такой наивный, наверное, вопрос, но я, поскольку пока не отец, мне очень интересно. Вообще, есть у родителей, может ли у родителей быть проблема разной любви к разным детям, в смысле неравноценности? Или дарована всегда любовь ко всем детям? Вы знаете что, если примерить на нас с женой, то нет, не может. Если видеть по другим семьям, иногда так это происходит. Иногда так это происходит. Ну, встречаются точно. Нам это не знакомо. Ни в отношении детей, ни внуков. И последний вопрос. Николай Луганский вот недавно в нашем интервью рассказал, что время расцвета дирижера, возраст дирижера, находящегося в зените, это 75-80 лет. Если вы согласны, то есть ли у вас какая-то цель, мечта вот в профессии, которую вы видите впереди перед собой? Я не согласен с этим. Нет? Я не согласен, поскольку каждый возраст имеет свои приоритеты и свои недостатки. Поэтому сказать, что дирижер находится на пике своих возможностей в 75 лет, если он доживает до этого возраста, потому что очень многие ушли по дороге в таком молодом возрасте, что они не успели дожить. Тут есть, конечно, безусловная проблема, которую подмечал Караян, говоря, что
сейчас у меня уже сил мало, а фантазия работает так, что вот я себя чувствую как будто молодым. Но жить-то вечно ты не будешь. Поэтому в каждом возрасте есть свои приоритеты, и в каждом возрасте есть свои привязанности. Например, у меня в течение всей моей молодой жизни, помимо музыки Шостаковича, Прокофьева, там, Чайковского, была очень большая привязанность к музыке Малера. Сейчас постепенно для меня открывается сферы Брукнера. Это просто вечность в его музыке. Или Шуберта, которые я, может быть, не чувствовал несколько раньше. Я счастлив тем, что я дожил до 72 лет. Я счастлив тому, что я могу, обращаясь к своим старым друзьям, и имею в виду произведениям, которые я в своей жизни дирижировал, каждый раз смотреть на эти произведения как бы по-новому. Поэтому, говоря оценить то, что господин Луганский сказал, я не могу. Я считаю, что в каждом возрасте есть свои приоритеты. Я пытаюсь к этому отнестись с очень большим пиететом и уважением на всем процессе. Потому что дирижирование – это процесс. Это не есть пожинание результатов. Это всегда процесс до последнего дня. И это, я так понимаю, ответ на вторую часть вопроса. Есть ли у вас какая-то цель впереди? Нет. Процесс. Жить и столь долго, сколько Бог даст, заниматься музыкой. У меня другой жизни нет.